Большое преимущество графических решений представляется их наглядностью, ясностью, очевидностью. Ошибки и недосмотры скорее замечаются при решениях чертежом, чем при вычислениях. Наконец, графические решения представляют еще то преимущество, что они не вызывают такого умственного утомления, как численные решения. Длинные арифметические выкладки представляют наиболее неприятную умственную работу, влекущую за собой заметную мозговую усталость. Исполнение чертежа не так вредно отзывается на психическом состоянии. Виктор Львович Кирпичев. В этом видео методами графической статики мы посчитаем однопролетную балку с консолью. Первым делом определимся с масштабом. Поскольку размерами листа не ограничены, примем, что 1 мм равен 1 кг силе. Таким образом, получим нагрузки 1000, 700 и 800 кг. Расчет начинаем с построения многоугольника сил. В произвольном месте ставим точку фокуса. Забегая наперед, скажу, что лучше, если фокусное расстояние равно единице, потому что независимо от количества нулей у этой единицы, на нее легко умножать. Запоминаем фокусное расстояние, оно нам потом понадобится. Из точки фокуса в углы многоугольника сил проводим лучи. Пометим последние и предпоследние лучи. Для получения момента над опорой они будут размещаться несколько иначе, чем в однопролетной балке. Теперь построим веревочный многоугольник Вариньона. Проведем линии действия опорных реакций и линии действия сил. Первый луч ставим так, чтобы он пересекал линии действия левой опорной реакции и оранжевой силы. Второй луч ставим на пересечение первого луча и линии действия оранжевой силы и вытягиваем его так, чтобы он пересекал линию действия зеленой силы. Предпоследний луч, который мы пометили голубым цветом, ставим на пересечение линии действия зеленой силы и второго луча и вытягиваем его до пересечения с линией действия сиреневой силы. Последний луч ставим на пересечение предпоследнего луча и сиреневой силы. Замыкающую проводим от пересечения линии действия левой опорной реакции с первым лучом до пересечения линии действия правой опорной реакции с последним лучом. Убираем лишние хвостики. Веревочный многоугольник балки с консолью заметно отличается от многоугольника просто однопролетной балки. Параллельным переносом скопируем замыкающую в точку фокуса.
Точка пересечения замыкающей с многоугольником сил даст нам значение левой и правой опорных реакций. Давайте пометим их стрелками. Из-за того, что все силы параллельны, многоугольник сил сливается в единую прямую. Поэтому для наглядности давайте сместим опорные реакции немножко в сторону. Опорные реакции являются уравновешивающими для данного многоугольника сил. И если многоугольник сил замкнулся, значит расчет выполнен правильно. Наш многоугольник получился замкнутый, значит все построения сделаны правильно. Перенесем опорные реакции на свои места. При помощи веревочного многоугольника Вариньона можно узнать значение изгибающих моментов. Для этого ординату в интересующей точке нужно умножить на фокусное расстояние. Поэтому я и выбрал с самого начала очень удобное для умножения число. Определим изгибающий момент еще в двух точках. Как видим, многоугольник Вариньона уже сам по себе является эпюрой изгибающих моментов, но из-за его формы читать такую эпюру очень неудобно. Поэтому давайте ее построим в более привычном для нас виде. Пометим ординаты изгибающих моментов. Рисуем линию пролета балки. И сносим на нее ординаты изгибающих моментов. Те, что находятся под замыкающей, будут внизу. Та, что находится над замыкающей, будет вверху. И вот наши эпюры изгибающих моментов со значениями моментов в пролете и над опорой. Нанесем на эпюру традиционные метки. В пролете у нас эпюра улыбается, значит момент положительный. Над опорой грустит, значит момент отрицательный. Ну и конечно поставим метку, что это такие эпюры изгибающих моментов. Теперь построим эпюру поперечных сил. Будем переставлять ступеньками стрелки сил и реакций до тех пор, пока контур не замкнется. Начнем с левой опорной реакции. Проведем линию горизонтальную до линии действия оранжевой силы. Переносим оранжевую силу. Снова рисуем ступеньку. Переносим зеленую силу.
И снова ступенька до опорной реакции. Если мы все сделали правильно, вот это расстояние должно быть равно значению сиреневой силы. То есть эпюра должна замкнуться. Эпюра замкнулась, расчет сделан правильно, осталось только померить значение поперечных сил. Ну и, конечно, поставим на эпюру традиционные метки. И обозначим, что это такие эпюра поперечных сил. Ну вот расчет окончен. Используя одни лишь графические построения, мы определили значение опорных реакций, изгибающих моментов и поперечных сил. На этом все. В следующем видео графическими методами мы посчитаем однопролетную балку с двумя консолями. Ну и напоследок, для тех, кто досмотрел до конца, результаты для той же самой балки, но уже полученные при помощи лиры Сапро. Изгибающие моменты и поперечные силы.